Здравствуйте, друзья! Все энтузиасты умного дома Xiaomi как минимум слышали, а многие и владеют популярным удлинителем на 3 универсальных розетки и 3 USB порта. Однако существует и управляемая Wi-Fi версия устройства. Про нее мы сегодня и поговорим. Xiaomi QingMi модель QMC-XB01ZN. Есть еще модель 02ZN, это просто на 5 универсальных розеток. Розетки 3 универсальные плюс 3 USB порта. Максимальная мощность удлинителя 2,5 кВт на все розетки, не более 10 А. Максимальная мощность USB суммарно 15 Вт, 2,1 А на 1 USB. Длина кабеля 2 метра, интерфейс Wi-Fi 2,4 ГГц. Поставляется в длинной картонной коробке с фотографией устройства на лицевой стороне и параметрами на задней. Оформление очень похоже на коробку от обычного удлинителя. Внутри тоже владельцы удлинителей Xiaomi узнают и этот полупрозрачный кулечек. И эти широкие резинки, которые удерживают смотанный вокруг корпуса 2-метровый кабель питания. Сам удлинитель внешне тоже очень похож на своего популярного, но неуправляемого собрата, но все же есть некоторые внешние различия. Кнопка питания, тут сенсорная с подсветкой, в отличие от переключателя обычного удлинителя. На корпусе она обозначена выемкой и пиктограммой «включить-выключить». Комплектная китайская тройная 10-амперная вилка имеет круглую форму, у обычной версии она квадратная. И последнее отличие на задней стороне в параметрах. Тут можно увидеть номер модели устройства. При включении питания кнопка начинает быстро мерцать желтым светом, удлинитель переходит в режим сопряжения. После этого можно подключать устройство в Mi Home. У меня стоит версия с сайта Copiba.ru, регион Китай. Устройство обнаружилось автоматически. Далее выбираем свою 2,4 ГГц сеть и ждем, пока удлинитель получит данные и перезагрузится. Далее 3 стандартных шага: выбор локации, имя устройства и при необходимости совместный доступ с другими Mi аккаунтами. Теперь удлинитель появляется в списке устройств умного дома. Плагин подобный Wi-Fi розетке и 6-розеточному удлинителю. Голубой фон, когда удлинитель включен, и серый, когда выключен. Первый и основной недостаток – это общий выключатель. Он один и на розетке, и на USB. Кроме кнопки выключателя внизу имеется еще возможность запланировать включение и выключение по расписанию, а также задать таймер на предустановленный или свой интервал времени. Второй недостаток. В Mi Home удлинитель не показывает мгновенный расход электроэнергии, только за период – день, неделю или месяц. Меню настроек не очень большое, можно включить режим энергосбережения, удлинитель отключится при низкой нагрузке, и установить стоимость киловатта электроэнергии. В сценариях удлинитель работает как действие: включение, выключение и переключение. В Mi Home версия сайта Copiba.ru в меню сетевой информации содержится также токен устройства, который будет нужен для интеграции его в альтернативные системы управления. Актуальна на дату создания обзора прошивка 3.4.2.82. После подключения к приложению кнопка во включенном состоянии светит голубым постоянно, при поиске сети мерцает. Удлинитель поддерживается штатной интеграцией для Wi-Fi розеток. Указываем платформу Xiaomi MIUI, IP-адрес, токен устройства и модель QMI PowerStrip V1. После перезагрузки инстанса устройство будет доступно для управления. Из доступных атрибутов это внутренняя температура, но корректность этого показателя вызывает большие сомнения, да и вариантов применения я ему не вижу. И текущий уровень нагрузки, то чего нет в приложении Mi Home. На базе этого атрибута можно сделать отдельный сенсор энергопотребления, который уже можно будет использовать для статистики и автоматизации. Для сбора и хранения данных по энергопотреблению я использую способ подсчета каждые 30 секунд и хранения в топике MQTT. Этот вариант самый корректный и гибкий из всех, что я пробовал. Подробно я рассказывал об этом в отдельном видеоуроке, ссылка будет в описании под видео. Для визуализации в интерфейсе Lovelace я использую кастомную карту Canvas Gauge Card. С актуальной конфигурацией моего основного инстанса можно ознакомиться на GitHub, ссылка в описании под видео. Порт USB в герое обзора без проблем держит нагрузку и в 2,5 А без просадок по напряжению, но общий лимит по портам в 15 Вт я превышать не рекомендую. Как я уже и сказал, выключатель один, общий для USB и розеток, причем USB включается и выключается почему-то с небольшой задержкой. Включение из приложения Mi Home напрямую зависит от связи с китайскими облаками, чем мне, собственно говоря, и не нравится. А вот из Home Assistant реакция мгновенна, так как и вручную.
На мой взгляд, умная версия удлинителя предназначена именно для энергомониторинга, так как один общий выключатель для розеток и USB, мягко говоря, не очень. Я надеялся, что будет хотя бы раздельно между розетками и USB портами, как это сделано в накладной Wi-Fi розетке с двумя USB портами. Хотя с другой стороны, например, в моем случае из 13 управляемых розеток с энергомониторингом только 5 включаются и выключаются. Остальные 8 перманентно включены и служат как раз для подсчета и управления в автоматизациях по энергомониторингу. При этом в таком удлинителе всегда остается возможность сброса зависшего устройства, которое будет включено в него. При этом надо отдать должное, что форм-фактор удлинитель, количество и тип этих розеток, мощность USB портов весьма оптимальны для домашнего использования. Надо сказать, что большинство удлинителей Xiaomi, которые используются у меня, именно как раз в таком форм-факторе. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!